Добрый день всем, кто увлекается выращиванием фиалок. Сегодня мы поговорим, как добиться пышного, обильного цветения фиалки. Что для этого нужно? Если придерживаться нескольких правил, то фиалка обязательно зацветет красиво и обильно. Итак, первое — это, конечно же, хорошее освещение. Хорошее длительное освещение. Идеально, если фиалка будет стоять на стеллаже под освещением 12-13 часов подсветки, непрерывно ее подсвечивая. Если фиалка стоит на подоконнике, она также может обильно красиво зацвести, но обязательно притеняем ее от попадания прямых солнечных лучей, иначе на фиалке могут остаться ожоги. Фиалки не переносят высоких температур, поэтому обязательно их притеняем. Конечно же, фиалка должна расти в свежем, легком субстрате, обязательно с добавлением разрыхлителей. В тяжелом, забитом грунте фиалка нормально развиваться не будет. Поэтому обязательно добавляем разрыхлители. У меня эта фиалка стоит на фитиле, поэтому субстрат торф с добавлением пенопластовых шариков примерно в равных пропорциях. Значит, перед основной пересадкой я подкармливаю фиалочки удобрением с содержанием азота до состояния стартера для наращивания листвы. И когда она уже нарастит хорошую розеточку, хорошо станет облиственной, мы ее пересаживаем в свежий субстрат, как я уже сказала, даем ей какое-то время адаптироваться, расправить все свои корешки в новом грунте и начинаем ее удобрять уже содержанием фосфора. Есть разные удобрения, но в составе должно быть больше фосфора и калия, именно для цветения. Обязательно удобряем фиалочки на влажный грунт, не забываем про это, иначе корни могут погореть. Поэтому за несколько дней поливаем фиалочку обычной водой, и потом уже в момент внесения удобрений она должна быть влажной. Вот, значит, концентрацию мы снижаем в несколько раз. Но если выращиваем фиалки на фитиле, а на фитиле постоянно могут находиться удобрения в емкости с водой, то без вариантов обязательно снижаем концентрацию. А то, что указано в инструкции, в 4-5 раз точно. После таких подкормок в идеале цветоносы должны стартануть одновременно, чтобы получился такой букетик. Если появляются пасынки, то сразу обязательно их убираем, чтобы они не тянули лишнюю силу с фиалки, чтобы розеточка не деформировалась, не искривлялась. Вот. Но если вы планируете укоренить эти пасынки, то доращиваем их до состояния небольшой детки и потом уже отделяем и укореняем. Как отделить пасынки, чем отделить, на канале у меня есть видео. Внизу оставлю ссылочку под видео. Значит, оптимальная температура для выращивания фиалок 18-25 градусов максимум. При высоких температурах у фиалки могут засыхать цветоносы и быстро отцветать. То есть цветение не будет обильным, оно будет скудным или вовсе его не будет, так как при высоких температурах фиалочки тоже страдают, вот, и цветения от них ждать не стоит. Фиалки растут у меня в небольших горшочках. Чем меньше горшок, тем обильнее цветение. Фиалки быстро оплетают маленький горшочек корнями, наращивают листву и быстро зацветают. Детки и стартеры растут у меня в стаканчиках 50 и 100 граммовых. Вот. А взрослые уже розеточки я выращиваю в семерках, но в восьмерках это максимум. Больше объем я не беру. Еще мне нравится выращивать в таких вот
кофейных чашках как раз подходящий объем для выращивания взрослых розеточек. Они быстро зацветают в них. Когда фиалочка расцветет, можно удобрять ее комплексным удобрением уже, где содержание азота, фосфора и калия будет в равных пропорциях. При обычном поливе, не на фитиле, если полив должен быть регулярным, умеренным, в небольших количествах, пересушки или переувлажнения быть не должно. Если фиалочку залить, то она может загнить. Если фиалку пересушить, то тоже ничего хорошего не будет. Такую пересушенную фиалочку нужно правильно отпаивать небольшими дозами, пропорциями, и так в несколько этапов. Потому что если сразу залить пересушенную фиалку, корни могут не справиться, и фиалочка погибнет. Вот, поэтому желательно не пересушивать, не переувлажнять. Полив должен быть в меру. Ну и, естественно, вовремя осматриваем фиалочки. Осматриваем на наличие различных вредителей, которые негативно сказываются на цветении, и фиалка вовсе не зацветет, если она поражена вредителями. Вредителей быть не должно. Изначально можно не увидеть какие-то проблемы, поэтому нужно своевременно их осматривать. Кстати, как рекомендуется удалять первые цветоносы какое-то время у фиалки, чтобы она потом все силы, все свое цветение пустила в шапку, но я не обрываю их. Я не увидела смысла для себя в этом обрывании. Фиалка и так может зацвести обильно. Ну, конечно, исключение, если фиалка поражена вредителями, то мы безоговорочно удаляем цветоносы. Мы начинаем работать с такой фиалочкой, мы ее осматриваем, обрабатываем, переукореняем. То есть этот случай понятен. В таком случае мы удаляем цветоносы. Также вот те, кто готовятся к выставке, они готовят фиалочки к цветению, к определенной дате, тоже удаляют цветоносы. Вот, в таких случаях цветоносы удаляются. На этом буду заканчивать это видео. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всем хорошего настроения, пышного, обильного цветения вашим фиалочкам и до новых видео. Всем пока!